Приветствую всех! Меня зовут Светлана, вы на канале по вязанию Вилана Ян. И сегодня я хочу поделиться с вами, как я рассчитываю расход шнура каждого из цветов на примере такого вязаного мотива. Такой способ подойдет, если вы вяжете, например, из большого мотка или из пасмы, и на глаз не можете определить, сколько же вы израсходовали. Вот здесь, например, я вязала из центра, поэтому мне визуально не видно. Вижу только, что зеленого израсходовала больше, чем белого. Для измерения нам понадобятся весы. У меня вот такой безмен. Если у вас какое-то маленькое совсем изделие, то можно использовать маленькие весы для более точного измерения, например, такие. И листочек, чтобы все записать и посчитать. Учитывайте, что при измерении всегда есть погрешность, и шнур или пряжу лучше брать с запасом. Если у вас есть целый моток, не начатый, то взвешиваем сначала целый моток и определяем вес полного мотка. Если целого мотка нет, то берем оба начатых мотка, берем наш мотив связанный, складываем в пакет и взвешиваем все вместе. Взвесили, получилось 1920 грамм. Записываем эту цифру. Так как мотки у нас изначально одинаковые, мы можем посчитать вес одного мотка. 1920 мы делим на 2. Получаем 960 грамм весит один моток. Это у нас вес целого мотка. И мы можем себе пометить 960 грамм. Метраж у нас был 400 метров. 400 метров. Теперь нам нужно взвесить по отдельности зеленый оставшийся моток и отдельно взвешиваем белый. Все это записываем. Я взвесила, у меня получился вес зеленого мотка 840 грамм, а белого 890 грамм. Помечу, это остаточный вес. Теперь посчитаем расход каждого мотка в граммах. От общего веса 960 грамм мы отнимаем оставшийся вес 840 грамм. Получаем 120 грамм мы израсходовали зеленого шнура. Точно так же считаем расход белого. Расход белого у нас получается 70 метров. 70 грамм. Мы посчитали расход в граммах. Теперь нам нужно высчитать, сколько же в одном грамме метров. Для этого нам нужно разделить 400 метров на 960 грамм. Получаем 0,42. 0,42 метра в одном грамме шнура. Теперь посчитаем расход шнура в метрах. Для этого берем расход шнура в граммах. 120 грамм умножаем на метраж 1 грамма, то есть 0,42. Получаем 54 метра. Точно так же считаем расход по белому шнуру. 70 грамм умножаем на 0,42. Получаем 29,4 метра. С помощью таких нехитрых расчетов мы теперь знаем, что зеленого шнура мы израсходовали 50 метров, а белого 29. Сложив эти две цифры, мы можем узнать, сколько же всего метров шнура мы израсходовали на создание такого мотива. Получаем почти 80 метров. То есть, если вы будете вязать такой мотив одним цветом, вам понадобится примерно 80 метров. Также можно взвесить отдельно мотив. У меня получилось 200 грамм. Теперь 200 грамм мы умножим на
метраж 1 грамма 0,42. Получаем 84 метра. То есть, если посчитать с другой стороны, через мотив, мы получили расход шнура 84 метра. Когда считали со стороны мотков, то получили расход 80 метров. Вот даже этот расчет показывает, что погрешность есть всегда. Как связать такой мотив крючком, я обязательно сниму мастер-класс и добавлю его на свой канал. Спасибо вам за внимание и желаю вам творческих успехов!